Привет, друзья! Сейчас послеобеденные новости Европы. В Германии неожиданно продвинулись переговоры с Италией и Грецией по миграционному соглашению внутри Европейского Союза. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что этот шаг заметно корректирует расстановку позиций в Европе, но что именно изменится чуть позже. Еще одна тема заметно усилила обсуждение в Европе. В Германии обсуждают судьбу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. Мерц требует пересмотра правил ЕС, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен придерживается совершенно другой линии. Эта разница в подходах может отобразиться на работе автомобильной отрасли Европы. А дальше разговор о судьбе для молодежи Германии. Правительство Фридриха Мерца снова обсудило новую модель, однако ее условия теперь вызывают осторожное замечание участия экспертов. И это еще не все. Экс-канцлер Ангела Меркель неожиданно оказалась в центре внимания. В одной земле Германии ей вручили, внимание, редкую награду, и после этого появились различные мнения. И еще одна новость. Немецкий автопром получил прогноз на 2026 год, который побудил многих немецких автомобильных производителей пересмотреть свои планы. А Берлин и Брюссель готовят свои решения, хотя позиции там расходятся. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, Германия согласовала с Италией и Грецией новый миграционный, так называемый пакт солидарности внутри ЕС. По договоренности Берлин берет на себя административное ведение дел мигрантов, которые уже находятся в Германии, хотя по правилам ЕС должны были оставаться в странах первой регистрации. Канцлер Фридрих Мерц назвал это шагом, который позволит уменьшить разногласия между государствами ЕС и, наконец, выстроить понятные правила. Суть соглашения в том, что все нерешенные дублинские дела будут закрыты, а возврат таких мигрантов в Италию и Грецию прекращается. Германия сможет засчитать этих людей как часть своей обязательной квоты в новой общеевропейской системе распределения. Это фактически освобождает Италию и Грецию от значительной нагрузки и одновременно фиксирует для Берлина уже сложившуюся ситуацию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает договоренности и заявляет, что Европейскому Союзу нужен единый и предсказуемый механизм, чтобы избежать серьезных затруднений в обсуждении миграционной политики. Критики же отмечают, что теперь Германия фактически превращается в постоянный административный центр приема для значительного числа мигрантов, а новый подход может стать обсуждаемым примером для всей Европы. Но Берлин уверяет, что без таких решений ЕС рискует снова оказаться в тупике. Следующая новость – одна из самых важных для Германии. В Германии появился новый спор вокруг будущего автопрома. Канцлер Фридрих Мерц потребовал от Европейского Союза пересмотреть решение о запрете продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. По его словам, Германия должна сохранить технологическую свободу, иначе автомобильная отрасль может ослабить свои позиции. Эксперты заявили, что смягчение запрета может стать дорогостоящим. Автоконцерны уже вложили миллиарды в переход на электромобили, а изменение направления означало бы новые расходы и возможное снижение темпа на мировом рынке. В Брюсселе на инициативу Берлина реагирует сдержанно. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что ЕС будет придерживаться курса на современные экологичные технологии. Она допустила обсуждение нюансов, но напоминает правила, принятые всей Европы и направленные на укрепление общей конкурентоспособности. Для Германии это вновь превращается в важную тему обсуждения внутри ЕС. Сохранить классические двигатели или продолжить жесткий переход к электромобилям. Мерц настаивает на корректировке курса, а Еврокомиссия под руководством фон дер Ляйен пока занимает более осторожную позицию. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии снова заговорили о возвращении службы для молодежи. Правительство Фридриха Мерца начало переговоры с общественными объединениями о возможном гражданском служении. Это на случай, если добровольная модель Бундесвера не обеспечит достаточный поток участников. Недавно, напомню, Бундестаг утвердил закон о новой службе, и начиная с 2026 года все 18-летние мужчины, а женщинам по желанию получат анкету для заполнения и в дальнейшем пройдут медицинский осмотр. Пока служба остается добровольной, но закон предусматривает, что если число добровольцев окажется слишком низким, возможен переход к частично обязательному формату службы.
Сторонники идеи называют это инициативой по обеспечению готовности и подчеркивают, что стране важно быть подготовленной. Те, кто откажется от службы по убеждениям, могут выполнять добровольный альтернативный социальный или гражданский долг. Сейчас идут консультации, первые встречи уже прошли, обсуждается, сколько людей смогут пойти на службу, какие структуры задействовать, как сочетать службу с гражданской жизнью. Для Германии это важный шаг, так как страна пытается выстроить новые соглашения между обществом, армией и гражданским обществом с сохранением гибкости и одновременно с учетом новых условий в сфере государственной готовности. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила престижную награду – золотую медаль Штауфера за ее руководство страной в период пандемии коронавируса. Решение озвучил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман на церемонии в Штутгарте. Сразу скажу вам, что медаль Штауфера – это высшая награда земли Баден-Вюртемберг в Германии, учрежденная еще в 1977 году для признания выдающегося вклада в развитие региона или благосостояние общества, вручаемая за особые услуги. При этом золотая версия – это крайне редкая. Эту награду Меркель вручили за значимый политический вклад в преодоление кризиса, и ее называют человеком, который смог стабилизировать ситуацию, сохранить работу здравоохранения и принять непростые, но важные меры. Сама Ангела Меркель назвала пандемию демократической нагрузкой. По ее словам, приходится временно ограничивать свободы ради безопасности. Она подчеркнула, что тогда решение принималось не по желанию, а вынужденно из-за необходимости защитить людей. Награда стала поводом для обсуждения, и для многих это признание выглядит обоснованным, но для других это напоминание о сложном периоде с локдаунами и ограничениями. И это только начало. Автомобильная отрасль Германии входит в 2026 год с осторожными ожиданиями. Внимание! По прогнозам, рост будет минимальным, всего около 2%. Немецкие автопроизводители предупреждают, что рынок буксует, затраты наоборот растут, а глобальная конкуренция становится более заметной. На этом фоне канцлер Фридрих Мерц призывает отрасль к открытому обсуждению будущего немецкого автопрома. По словам окружения канцлера Мерца, Берлин ожидает от компании реальных планов по конкурентоспособности без регулярных обращений за дополнительной поддержкой. Тем временем в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что ЕС не планирует менять экологические стандарты ради краткосрочного роста. Именно это решение, подчеркивают эксперты, создает дополнительную нагрузку для производителей, которым приходится одновременно инвестировать в электрокары и удерживать производство двигателей внутреннего сгорания. Таким образом, автопром Германии в 2026 году окажется перед двумя серьезными задачами. Жесткая линия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен и жесткие требования Мерца о реформировании отрасли. Компании признают, рынок вырастет, но лишь минимально, а конкуренция с Соединенными Штатами Америки и Китаем, наоборот, усилится. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.